Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике, как всегда, собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать эксагерцовый лайк. И только с вашего позволения я начну со сроков выхода RTX 4000. Согласно свежим данным, Nvidia снова перенесла выход видеокарты RTX 4090 на октябрь. Таковы якобы были изначальные планы компании. Затем же анонс сдвинули на месяц раньше, а после этого Nvidia пересмотрела планы и все вернула к изначальному варианту. Причина переноса, конечно же, кроется в больших запасах амперов, которые для начала нужно распродать при помощи снижения цен. Таким образом, анонсировать новое поколение могут уже в сентябре, но первая карта RTX 4090 выйдет только в октябре. И, к сожалению, свежие данные говорят о том, что все остальные видеокарты новой линейки вообще выйдут лишь в 2023 году. Хотя ранее считалось, что RTX 4080 и 4070 выйдут в этом году, в октябре и декабре соответственно. По сути, такой шаг позволит зеленым распродать как можно больше амперов, так как RTX 4090 точно не будет конкурентом даже 3090 Ti. Ну а когда к следующему году запасы иссякнут, то можно и выпустить 4080, 4070 и так далее. Также источники приписывают 4090 TDP в 450 Вт, а не 600 Вт, как предполагалось ранее. Судя по всему, 600 Вт все же будет потреблять RTX 4090 Ti, которая выйдет когда-то в будущем. Таким образом, обычная 4090 должна быть на одном уровне с 3090 Ti, чей выход ознаменовали тестовой площадкой для Ada Lovelace. Между тем, на Алиэкспрессе почти сравнялись в цене RTX 3050 и RX 6600, а ссылки на обе модели, как всегда, лежат в описании. Фотографией прототипа неизвестной модели Arc Alchemist поделился Илья из ProHiTech, сравнив ее с RTX 3090 Ti Supreme. Предположительно, на фото находится опытный образец самой младшей Arc A310, предназначенный для разработчиков программного обеспечения. Но самое интересное, что эта малютка не похожа ни на один дизайн видеокарт Intel, которые нам показывали. Сейчас, как правило, все Intel Arc A380 имеют двухслотовое исполнение с одним или двумя вентиляторами. Эта же модель совсем крохотная и отлично должна подойти для установки в компактные системы. Инженерный образец процессора Ryzen 7000 впервые появился в базе данных Basemark. Продукта AMD с таким OPN-кодом до этого еще не было, но определить, какой именно это будет продукт, пока практически невозможно. Единственное, что мы знаем, так это то, что это шестиядерный процессор, протестированный на плате X670 Aorus Master. И поскольку эта плата поддерживает только сокет AM5, то это прямо намекает на то, что перед нами представитель Ryzen 7000. Сами тесты Basemark сейчас не очень популярны, но энтузиасты нашли очень похожий тест с процессором Ryzen 9 5950X на базе Zen 3. В таком сравнении предполагаемый Ryzen 7 7600X оказался быстрее представителя Zen 3, даже учитывая, что первый был в инженерном варианте. Да и к тому же новинка работала только на частоте 4,4 ГГц и каким-то чудом смогла показать лучшие цифры, чем 16-ядерный флагман нынешнего поколения. По последним же слухам, процессоры Ryzen 7000 должны появиться уже в августе, но красные до сих пор не запланировали какую-либо презентацию на следующий месяц. Китайский техноблогер Extreme Player опубликовал обзор квалификационного образца Core i9-13900K. Напомню, что по сравнению с инженерными образцами, квалификационные больше похожи на потребительские версии чипов. В сравнительном тесте с 12900KF чип нового поколения оказался в среднем на 10% быстрее по однопоточной и на 35% быстрее по многопоточной производительности. По данным обозревателя, базовая частота производительных ядер Raptor Cove у 13900K составляет 3 ГГц. Все 8 таких ядер смогли автоматически разгоняться до 5,5, а 2 наиболее быстрых ядра до 5,8. В составе 13900K также имеются 16 энергоэффективных ядер Gracemont без поддержки технологии гипертрейдинг. Таким образом, общее число ядер у чипа составляет 24, а сами они поддерживают 32 виртуальных потока. Еще из интересного, у новинки были замечены увеличенные задержки по памяти, но скорее всего это произошло из-за кривого биоса. По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft намерена вернуться к некогда традиционному трехлетнему циклу разработки Windows. Это означает, что выпуск новых версий платформы будет осуществляться каждые 3 года. Вместе с этим софтверный гигант будет внедрять больше новых функций в актуальные версии Windows, которые уже выведены на рынок. По сути, такая новость появилась всего через год, после того как Microsoft объявила о переходе на ежегодный цикл выпуска Windows. По данным источника, следующий крупный релиз клиентской версии должен состояться в 2024 году, то есть через 3 года после выхода Windows 11. Это также означает, что Microsoft отменила выпуск крупного обновления Sun Valley 3, релиз которого должен был состояться в 2023. Китайская компания Huawei возобновила поставки смартфонов и другой фирменной продукции на российский рынок.
Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании. Он говорит, что новые поставки действительно идут, но сама Huawei пока официальных заявлений не делала. И, пожалуй, напомню, что в начале июня Huawei объявила о закрытии фирменных торговых точек в связи с нехваткой устройств на складах в России и комплектующих к ним. Китайские производители ноутбуков постепенно начинают заходить на освобождающийся от западных брендов российский рынок. Как сообщают те же «Известия», китайский бренд Thunder Robot уже начал официально поставлять компьютерную технику в сотрудничестве с NVIDIA Eldorado. При этом эксперты отмечают, что это не единственный бренд, который зашел на рынок России. И также упоминается, что штатам сложно оказывать давление на таких производителей, так как они о них либо не знают, либо они не присутствуют в других странах, где можно на них надавить. На сайте NVIDIA я нашел пока только одну игровую модель от фирмы Thunder Robot на 11260H и GTX 1650. Сам же бренд входит в китайскую Haier Group, которая уже давно присутствует на российском рынке бытовой техники. В скором будущем мессенджер Telegram дополнится новой функцией, которую, вероятно, ждали многие. Наконец-то в телеге появится возможность блокировки приема голосовых сообщений, как для всех, так и для определенных контактов. По данным телеграм-канала Код Дурова, функция запрета голосовых сообщений появилась в бета-версии для Android, и управлять ею можно в настройках конфиденциальности. И довольно любопытно, что в команде мессенджера предусмотрели исключения для тех, кому пользователи не могут установить запрет на получение сообщений. Например, это нельзя запретить своим руководителям высокого ранга, принципиально предпочитающим надиктовывать сообщения, или родственникам с ограниченными возможностями. Но есть и отчасти плохая новость, так как по имеющимся данным, эта функция будет доступна только подписчикам Telegram Premium. Глава TSMC на отчетном мероприятии признал, что компания сталкивается со снижением спроса в потребительском сегменте. Однако он подчеркнул, что серверный и автомобильный сегмент сохраняют высокий спрос на ее услуги. До конца текущего года предприятия TSMC будут работать с полной загрузкой. Выручку удастся увеличить на 35%, а в долгосрочной перспективе она продолжит расти на величину от 15 до 20% в год. Руководство компании убеждено, что текущий цикл спада на рынке полупроводниковых компонентов будет типичным и пройдет за несколько кварталов. А более серьезных проблем, наблюдавшихся в 2008 году, отрасль в этот раз не получит. И даже наличие складских излишков у клиентов в целом не лишит TSMC возможности по итогам 2023 года увеличить выручку, как считает глава компании. Такие противоречивые прогнозы из уст руководства TSMC не смогли запутать инвесторов, что поспособствовало росту курса акций компании почти на 3% после публикации отчета. Поэтому даже в сложных условиях компания верит в свою способность динамично развивать бизнес, и это подкупает инвесторов. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также огромнейшее спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту и через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!